Федор Михайлович Достоевский. Главный литературный символ России и самый сложный для понимания русский писатель. Его творчество можно сравнить с классической музыкой. При первом приближении дано насладиться единицам. Нужно дорасти, домудреть и понять, как жил сам писатель, ведь все, к чему призывал Достоевский, он прочувствовал на себе. Достоевский побывал на самом краю бездны и посмотрел в глаза смерти, а потом вернулся оттуда, чтобы написать книги, которые для многих стали откровением. Так сложилась его судьба. «22 декабря 1849 года в Петербурге на Семеновском плацу на глазах у 3000 человек состоялась казнь осужденных по делу социалистического кружка Михаила Петрашевского. Среди них был 28-летний писатель, автор нашумевшего романа «Бедные люди» Федор Достоевский. Его приговорили к расстрелу. Там всем нам прочли смертный приговор. Я стоял шестым, вызывали по трое, и жить мне оставалось не более минуты. Трое петрошевцев в колпаках, надвинутых на глаза, были привязаны к столбам. В их грудь были нацелены ружья взвода солдат. Достоевский все это видел, стоя на эшафоте. Но выстрел не прогремел. В последнюю минуту смертную казнь заменили каторгой. Один из приговоренных, Николай Григорьев, тронулся умом. Достоевский пережил собственную смерть. По возвращении с Семеновского плаца в Петропавловскую крепость на писателя надели кандалы и отправили в Сибирский острог. Что же помогло ему выжить на каторге? Сам Достоевский считал, что Евангелие, подаренное женой декабриста Натальей Фанвизиной на пересылке в Тобольске. Книга лежала под моей подушкой в каторге. Я читал ее и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Вместе с писателем Евангелие 10 лет кочевало по Сибири из Тобольского тюремного замка в Омский острог, затем отправилось в Семипалатинск, Кузнецк. Сейчас оно хранится в Российской государственной библиотеке в Москве. Ученые обнаружили в нем сотни пометок, сделанных писателем. Что же более всего волновало Достоевского, когда он читал эту книгу Нового Завета? Каким образом 4 года, прожитых среди убийц и воров, перевернули его жизнь? И почему в его произведениях герои нарушают библейские заповеди? «Не сотвори себе кумира», «Почитай отца и мать», «Не лжесвидетельствуй», «Не прелюбодействуй», «Не укради», «Не убивай». Евангелие от Достоевского. «Не сотвори себе кумира». Вот мой идол. Вы предводитель, вы солнце, я ваш червяк. Такого стремительного литературного дебюта, как у Достоевского, не было ни у одного писателя в мире. Представьте, выпускник инженерного училища Федор Достоевский через год постылой службы идет ва-банк, бросает все, чтобы написать роман. В самый разгар майских белых ночей 1845 года через бывшего однокашника Дмитрия Григоровича он передает рукопись издателю петербургского сборника Николаю Некрасову. Некрасову 23, как и Достоевскому. Он в то время еще не написал ни одной из своих известных поэм и готовит издательский проект «Петербургский сборник», где будут напечатаны Герцен, Тургенев, князь Адоевский, Белинский и роман «Бедные люди» Достоевского. В 4 утра с криками «Это выше сна» в невзрачный дом на углу Владимирского проспекта и Графского переулка к Достоевскому вбегают Некрасов с Григоровичем и бросаются ему на шею.
Уже на следующий день со словами «Новый Гоголь явился» Некрасов вручает рукопись «Бедных людей» Белинскому. Тот скептически морщит нос. «У вас Гоголи-то как грибы растут». Самый авторитетный и скупой на похвалу критик сначала не поверил, что никому неизвестный инженер пошел дальше Гоголя, так глубоко проник в психологию маленьких людей. А когда прочел роман «Бедные люди» сам, тоже не мог сдержать восторга. «Цените ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем. Вы до самой сути дотронулись, самое главное разом указали». После публикации романа у нового Гоголя вскружилась голова. Федор хвастается в письмах брату Михаилу, который тоже мечтал стать литератором. Гоголь не так глубок, как я. Эти господа уж и не сознают, как любить меня. Влюблены в меня все до одного. Воодушевленный Достоевский пишет одну за другой новые повести. «Двойник», «Хозяйка». Пробует писать рассказы. Эффект не тот. Белинский называет «Хозяйку» страшной ерундой и делится с друзьями. Надулись же мы с Достоевским гением. А Некрасов с Тургеневым сочиняют насмешливое стихотворение. «Витязь горестной фигуры, Достоевский, милый пыщ, на носу литературы рдеешь ты, как новый прыщ». Достоевский на грани отчаяния, и только родной брат Михаил, самый близкий и понимающий человек на свете, поддерживает писателя и спасает от депрессии. Почитай отца и мать. Кто не желает смерти отца? Все желают смерти отца. По линии отца род Достоевских начался с 1506 года. Тогда князь Пинский из Рюриковичей Федор Иванович Ярославич пожаловал отличившемуся в бою Даниле Иртищевичу поместье, 2 дворища в селе Достоево. Исследователи выдвигали разные версии, кто по национальности Федор Михайлович – литовец, белорус, украинец, татарин, русский. Родовым гнездом для него стала Мариинская больница для бедных на улице Божедомка. Отец служил там штаб-лекарем, специалистом по женским болезням, и проживал с семьей в казенной квартире во флигеле больницы. Здесь 11 ноября 1821 года по новому стилю и родился будущий писатель. Федор был вторым из 7 детей в семье. Среди братьев и сестер он был самый эмоциональный и всегда стремился одержать верх. Строгий отец огородил своих детей от любых знакомств. Им запрещали играть в лапту, как игру опасную и неприличную, и не давали карманных денег. Мать писателя, Мария Федоровна, из купеческого рода Нечаевых, не в пример мрачноватому мужу, добродушна и весела нравом. От матери Достоевский унаследовал литературный дар, ее письма отличают хороший слог, внимание к деталям, поэтические образы. В доме была и своя большая библиотека, около 200 томов. Краткий список детской литературы гения: Пушкин, Державин, Карамзин, Жуковский, Шиллер, Вальтер Скотт, Анна Ратклифф. Книги были для Феди волшебным окном в удивительный мир, полный впечатлений и приключений. Но все изменилось, когда заболела и умерла от чехотки мать. Федору было 16. Отец вышел в отставку и уехал с младшими детьми в небольшое имение Даровое под Тулой. Пытался вести хозяйство, горевал, выпивал. Летом 1839 года Достоевский получает известие о смерти отца. По официальной версии, он скончался от апоплексического удара. По неофициальной, его убили местные крестьяне. Причин было несколько: жестокое обращение с крепостными, пьянство. Оставшись без тотального контроля отца, Достоевский становится сам себе хозяин. Мечты о литературной карьере он начинает воплощать в жизнь.
а одной из важных тем его творчества станет отношение отцов и детей. Это сквозная тема в «Униженных и оскорбленных», «Идиоте», «Бесах», в романе «Подросток». Самый глубокий и сложный роман «Братья Карамазовы» посвящен теме отцеубийства. Не лжесвидетельствуй. Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Члены кружка Михаила Петрашевского, одного из авторов словаря иностранных слов, не выходили на площадь и не начинали террора. Они собирались у Петрашевского по пятницам и обсуждали животрепещущие темы: свободу печати, необходимость судебной и крестьянской реформ, модные социалистические идеи Фурье и Сен-Симона. С весны 1847 года к ним присоединился разругавшийся с кружком Белинского Достоевский, который был искренне увлечен новыми общественными идеями. Петрашевцы не знали, что среди них есть агент-провокатор, который строчит в полицию доносы. В собрании 15 апреля Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским, где Белинский говорит, что у русского народа нет религиозного чувства. 23 апреля в 5 часу утра начались аресты и допросы. В общей сложности будет арестовано около 50 человек. Омский острог, в котором писатель провел 4 года, место не для слабаков. Столько ненависти и злобы он не видел за всю свою жизнь. Но, узнав ближе убийц и воров, начинает их жалеть и любить. 21 петрашевцу вынесли смертный приговор, включая Достоевского, якобы за ниспровержение государственного устройства. Это была ложь, а правда состояла в том, что Николай I, отправивший в 1826 году на виселицу 5 декабристов, до ужаса боялся заговоров. Писатель вернется в Петербург только через 10 лет и создаст очередную литературную бомбу «Записки из мертвого дома», покажет ад жизни арестантов на каторге. Тургенев сравнит «Записки из мертвого дома» с адом Данте, Герцен с фреской Микеланджело «Страшный суд», а Лев Толстой скажет, что не знает лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не прелюбодействуй. Я даже люблю потаенный темный разврат. Постраннее и оригинальнее. О грехах молодости Достоевского до сих пор ходят легенды, и если бы не письмо брату в 1845 году, мы бы так и не узнали о добрачных похождениях писателя. Минушки, Клавушки, Марианны похорошели до нельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь. Со своей первой супругой Марией Исаевой 32-летний Достоевский познакомился в Семипалатинске. После смерти ее мужа они обвенчались в Кузнецке, однако через 9 дней у Федора Михайловича случился эпилептический припадок. Приступы приходили внезапно и мучили писателя с юности. Мария страшно испугалась. Сначала супруги разъехались по разным комнатам, потом по городам. По слухам, дочь бывшего крепостного Аполлинария Суслова сама призналась в любви писателю, прочитав его роман «Записки из мертвого дома». Достоевский увлекся юной девушкой. Это были сложные отношения, в которых писатель страдал и сгорал от любви. Это были какие-то два влюбленные в друг друга врага. Сусловой было суждено войти в историю в качестве прототипа роковых женщин в романах Достоевского: Полины в «Игроке», Настасьи Филипповны в «Идиоте», Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых», любовницы князя Волконского в «Униженных и оскорбленных».
Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Не добившись от писателя развода с женой, Суслова бросает Достоевского, хотя это была ее блажь, развод в России середины XIX века был почти невозможен. Вскоре умирает жена писателя Мария, и через полгода совсем уж невыносимая потеря уходит из жизни его опора, соратник, советчик, любимое сердце, брат Михаил. Достоевский страдает от одиночества. За 2 последующих года делает 4 предложения руки и сердца. Всюду отказ. Бывший каторжник, больной эпилепсией, немолодой, за 40, еще и бедный, погряз в долгах. А потом все изменилось. 20-летняя Анна Сниткина, выпускница Мариинской гимназии, работала стенографисткой. Ее и нанимает на работу Достоевский. Вскоре понимает, как сильно к ней привязался. 45-летний писатель не знает, как рассказать о своих чувствах, и выдумывает историю о старом художнике и юной девушке, которой тот боится признаться в любви. Анна все понимает сразу. Я взглянула на столь дорогое мне взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: «Я бы вам ответила, что я вас люблю и буду любить всю жизнь». Анна Григорьевна станет писателю идеальной женой. Она сделает Федора Михайловича счастливым, родит ему 4 детей. С ней Достоевский напишет лучшие свои романы, и после смерти она останется верна его памяти. Да и за кого можно идти после Достоевского? Разве за Толстого? Так он женат. Не укради. Вор ворует, зато он про себя знает, что он подлец. Великий писатель прожил жизнь практически нищим, совершенно не умел зарабатывать. В этом он был похож на своих героев, не способных существовать на жалование, пансион или хотя бы разумно копить деньги. Часто деньги в романах Достоевского становятся основным двигателем сюжета. Достоевский жил писательским трудом, а его гонорары за публикации в журналах были очень скромными. Большие долги начали копиться с начала 60-х годов. Тогда братья Федор и Михаил Достоевские начали издавать журналы «Время» и «Эпоха», потратив на это солидную сумму. В 1863 году «Эпоху» закрыли из-за неблагонадежной статьи Николая Страхова «Роковой вопрос», и долгов стало значительно больше. После смерти Михаила Федор переписал на себя гигантские долги брата, около 13 тысяч рублей по векселям, и множество долгов под честное слово. А были еще и свои. Нужда заставила согласиться на кабальные условия издателя Федора Столовского, который взялся выпустить 3-томник сочинений писателя. Если не доставлю к 1 ноября 1866 года, это последний срок, то волен он, Стелловский, в продолжение 9 лет издавать даром и, как вздумается, все, что я не напишу, без всякого мне вознаграждения. Но Достоевский сдал роман в срок, помогла будущая супруга. За 26 дней под диктовку Анна стенографирует роман «Игрок», ночами расшифровывает. В феврале 1867-го Достоевский и Сниткина женятся и уезжают в свадебное путешествие в Европу. Вместо 3 месяцев оно растягивается на 4 с лишним года. Финансовое положение Достоевский пытается поправить игрой в рулетку в Гомбурге, Баден-Бадене, Саксон-Лебен, Висбадене, но ему катастрофически не везет. Он отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас сегодня нечем обедать. Свое обручальное кольцо писатель закладывал и выкупал больше 10 раз. Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл. Все. О, ангел мой,
не печалься и не беспокойся. Будь уверена, что теперь настанет наконец время, когда я буду достоин тебя и не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор. Теперь роман, один роман спасет нас. Страсть к игре будет преследовать Достоевского еще 3 года и исчезнет в одночасье. В апреле 1871 года он напишет супруге: «Надо мной великое дело совершилось. Исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. 10 лет. Я все мечтал выиграть. Теперь же все кончено». После этого действительно не играл. В последний год жизни Достоевские полностью расплатились с долгами. Но на это ушло 13 лет. «Не убивай». 5 поздних романов Достоевского, названных «Великим пятикнижием», затрагивают тему убийства. В самом известном «Преступлении и наказании» описано даже двойное убийство. Раскольников убивает 2 женщин топором. Рогожин в романе «Идиот» закалывает ножом с оленьим черенком Настасью Филипповну. Петр Верховенский в «Бесах» стреляет в Шатова в упор. Смердяков в «Братьях Карамазовых» лишает жизни Федора Карамазова. Достоевский сильно рисковал. Находились люди, которые приписывали автору преступления его героев. Анархист Кропоткин как-то заметил: «За изображением Раскольникова я чувствую самого Достоевского». Но великому писателю не обязательно было убивать старуху или отца, чтобы так достоверно описать чувства преступников. За 4 года на сибирской каторге он насмотрелся и наслушался таких историй, что хватило бы на целую криминальную библиотеку. Сюжеты Достоевский находит и в криминальной хронике. Так, некоторые детали дела московского раскольника Герасима Чистова писатель использовал в романе «Преступление и наказание». Он мгновенно поразил Михайлову топором в голову, и она повалилась на пол. Но детектив, в котором автор ищет преступника, для Достоевского слишком скучен. Хотя, стоит отметить, жанру детективного романа в русской литературе положил начало именно он. Но писателю в первую очередь интересен тот детектив, в котором герой ищет Бога. Психологическая интрига его романов «Не кто убил», а почему нельзя убить, если очень хочется. Тварь ли я, дрожащая, или право имею? Убийство раздавило убийцу во всех смыслах. Расплата происходит на уровне физической болезни, кровь печенками спекается. Я ведь не старушку убил, я себя убил. Возлюби Бога. Если Бога нет, то все позволено. В Священном Писании, пожалуй, нет ни одной заповеди, которую бы не нарушили герои Достоевского, в том числе главную – «возлюби Бога». Путь к Богу, по мнению Достоевского, начинается в точке предельного удаления от Бога. Такой точкой у писателя было время общения с атеистом Белинским и членами его кружка, когда писатель искал ответы на вопросы, которые ставит перед собой каждый. Страдания есть, виновных нет. Как так? Главный богоборец Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых» говорит, что возвращает свой билет в Царство Божие. От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки, хотя бы одного только замученного ребенка. Достоевский описывает целое семейство неверующих. Отец Карамазов и 2 старших сына, которые сомневаются в существовании Бога. Итогом становится убийство отца, ведь если Бога нет, все позволено, даже это.
Из-за чрезмерной религиозности и желания, по выражению героя рассказа Бунина Адама Соколовича, совать Христа в свои бульварные романы, Достоевский часто становился объектом насмешек. Это было и обидно, и несправедливо. Достоевский не был фанатиком. Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя Санна пришла. Многие герои Достоевского нарушают заповеди и познают Христа через преступления, падения и соблазны. Для них истина открывается на дне бездны, а счастье покупается страданием. Его герои ищут дорогу к Христу, чтобы не дать злу вырваться наружу. Эту дорогу всю свою жизнь искал и сам Достоевский. Может, поэтому многие называют писателя пророком, а его великие произведения – Евангелием от Достоевского.